Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в Самарканд. Этот город – туристическая мекка с древней историей и богатой архитектурой. Но этот город славится не только этим. Здесь пекут известные на весь мир лепешки. В Узбекистане во все времена к хлебу относились с глубоким почтением и уважением. Лепешки являются священными для узбеков и фигурируют во многих традициях, будь то свадьба, рождение ребенка, прием гостей или обычное чаепитие. Без традиционного хлеба в прямом смысле никуда. Каждый день узбекские пекари вручную раскатывают и штампуют 8000 хлебных лепешек, которые обладают плотной, красивой золотистой корочкой и мягким воздушным мякишем. Вес лепешек может доходить до 1,5 килограмм, поэтому их часто едят всей семьей за обеденным столом. И хотя во всем Узбекистане можно найти бесчисленное множество разных сортов этого хлеба, все же самые легендарные лепешки пекут именно в Самарканде. Здесь хлеб считается священным и готовится с особой тщательностью. Он отличается неповторимым вкусом, непревзойденным ароматом, красивым узором и способностью долго не черстветь. Самаркандские пекари считают этот хлеб гордостью города, а его выпекание стало для них смыслом жизни. Только приехав в Самарканд, можно увидеть, как делаются эти лепешки и что нужно для выпечки таких больших партий. Все, кто приезжает в Самарканд, не уезжают из него, не попробовав этот знаменитый хлеб. Лепешки популярны не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Изготовление хлебных лепешек начинается со смешивания 62 кг муки, воды, соли и дрожжей в механическом миксере. Чаще всего используют казахстанскую муку высшего сорта. На приготовление хлеба уходит около 6 часов. Примерно через 40 минут тесто вынимают, вымешивают вручную и оставляют на 5 часов, чтобы тесто поднялось. Как только тесто поднимается, его можно формовать. Из теста формируют 1,5-килограммовые шары и оставляют их отдыхать и подниматься еще на 1 час и 20 минут. Тут в дело вступают опытные узбекские мастера хлебопеки. Большинство из них занимаются выпечкой хлеба уже много лет. За свою 12-часовую смену они могут испечь более 600 лепешек. Лепешки, как правило, формируются вручную. Для этого нужно прижать края лепешки, чтобы она выглядела плоской и круглой. Затем с помощью такого приспособления лепешке придается характерная форма. Подобно тому, как надрезают хлеб перед выпечкой, рабочие используют чекиш с иглами, чтобы сделать небольшие проколы в центре изделия. Когда готовится хлеб, из этих отверстий может выходить пар. Из-за этого центральная часть лепешки не будет подниматься. За этими проколами скрывается нечто большее, чем просто функция. Помимо прочего, эти узоры также являются декоративными и используются пекарями как способ добавить свою подпись. После того, как лепешка приобрела округлую форму и получила проколы, в ее центр добавляют семена кунжута. Чтобы удобно было насыпать кунжут, нужно предварительно смочить пальцы в воде. Тогда семена хорошо прилипнут к тесту. Пока хлеб готовится, рядом топятся гигантские глинобитные печи-тандыры, постепенно набирая необходимую для выпекания температуру.
После нагрева их обрызгивают соленой водой и таким образом доводят печи до идеальной температуры, порядка 400 градусов. Вода позволяет сформировать в печи определенную влажность, которая позволит легко отделять лепешки от стенок. Узбекские пекари не используют для этого никаких термометров. Поддержание нужной температуры в духовке осуществляется исключительно на ощупь и является одной из самых важных частей всего процесса выпечки. Дело в том, что если внутри печи будет слишком жарко, то хлеб не прилипнет, а если температура будет недостаточной, то лепешки будет невозможно оторвать от стенки тандыра. В духовом шкафу испечь такие же ароматные и вкусные лепешки невозможно, все их качества теряются. И этому есть научное объяснение, основанное на длине излучаемых волн и их плотности. Длина излучаемой волны у обожженной глины короткая, а плотность высокая. Благодаря этому частички теста быстро пропекаются, а все питательные вещества сохраняются. Перед тем, как положить хлеб в печь, пекари натирают дно лепешки небольшим количеством воды, чтобы она лучше прилипала к стенкам тандыра. Поместив хлеб на ткань, пекари с головой ныряют в духовку, прикрепляя лепешку за лепешкой к стенкам, пока каждый квадратный сантиметр духовки не будет заполнен. Но такая акробатическая выпечка несет в себе определенный риск. И хотя падение в духовку случается довольно редко, пекари должны быть чрезвычайно точными в своих движениях. Один неверный шаг, и они могут уронить лепешку, или, что еще хуже, могут обжечься. Пекари говорят, что если кто-то когда-то и падал внутрь, то это случалось из-за старых тандыров, которые просто разваливались от старости. Каждая из этих печей может одновременно вмещать около 56 больших лепешек или до 72 маленьких. Из-за высокой температуры духовки на приготовление этого хлеба потребуется всего несколько минут. Выпекается хлеб в среднем 4-8 минут. Когда сердцевина подрумянится и станет хрустящей, а бока поднимутся, хлеб можно вынимать. Готовые изделия извлекают из печи и оставляют отдохнуть. Если лепешка в процессе выпекания случайно оторвалась от стенки и упала в золу, то ее считают священной. Люди полагают, что в дом вошел святой Хызр, таинственный учитель пророка Мусы, а лепешка поклонилась ему. В отличие от обычных печей, используемых в западных странах, тандырные печи дольше сохраняют тепло и требуют меньше топлива. Считается, что использование подобных вертикальных печей происходит от семитских народов, которые распространились по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Реликвии этих печей датируются 5050 годом до нашей эры. После выпечки хлеб загружают в грузовики и везут на местный базар. Здесь местные жители покупают продукты и могут приобрести этот легендарный хлеб еще горячим примерно за $1-2 в зависимости от его веса. Легенда гласит, что свой непревзойденный вкус хлеб получил благодаря воздуху Самарканда. Именно он придает этому хлебу его неповторимую текстуру и вкус. Есть несколько легенд, связанных с самаркандской лепешкой, и одна из них об эмире Бухарском, который очень ценил именно этот хлеб и, пригласив к себе пекаря из Самарканда, приказал ему печь такие же, но уже здесь, в Бухаре. Но как ни старался пекарь, так ничего у него и не вышло. Он осмелился сказать эмиру, что все дело в волшебном самаркандском воздухе. Его нельзя перевести, поэтому эмиру пришлось отпустить пекаря обратно в Самарканд и просто дальше заказывать у него любимые лепешки. Помимо замечательного вкуса, этот хлеб также символичен. Гигантские лепешки часто делят пополам во время свадебных церемоний, чтобы символизировать единство между семьями. А узбекских детей часто учат поднимать хлеб с пола, чтобы ни одна крошка никогда не пропала даром. Лепешку ни в коем случае нельзя резать ножом, а также класть лицом вниз. Это неуважение к сакральному продукту. Свежеиспеченный хлеб часто кушают с маслом и джемом, а через несколько дней немного затвердевшие лепешки разламывают на кусочки и окунают в горячие супы и соусы.
К счастью, самаркандский хлеб имеет длительный срок хранения и может храниться до 10 дней. Так что если вам когда-нибудь понадобится выпечка для длительного путешествия, то такой хлеб может оказаться лучшим хлебом для вас. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!